Здравствуйте, дорогие друзья! Подходит к концу еще один учебный год. Мы вас поздравляем с приближением самых радостных дней в году – летних каникул. Все славно потрудились, и сегодня у нас состоится праздник. А праздник – это шутки, веселье, смех и, конечно, музыка. Нашим музыкантам мы пожелаем успешного исполнения программы, а слушателям – погружения в волшебный мир искусства. Мы желаем вам войти в него с радостью, надеждой и желанием узнать тайны музыкального королевства. Достаточно известное музыкальное произведение, которое написано очень давно, но по сей день никого не оставляет равнодушным и дарит добрую улыбку и хорошее настроение. Кто из вас знает название этого произведения и автора? Говори. Это Бах и его произведение «Шутка». Совершенно верно. Это шутка из оркестровой сюиты номер 2 Баха, который работал в храме и создавал прежде всего церковную музыку. И как ни удивительно, шутка была написана тоже по строгим классическим законам. Но стоило исполнить ее в быстром темпе, как степные интонации стали шутливыми и озорными. Вы согласны со мной, что музыканты вообще не серьезные люди? Да. Оказывается, когда-то слова «музыкант» и «шут» значили одно и то же. Еще в средние века их задачей было веселить публику. В Европе бродячих музыкантов звали жонглерами. В России музыканты были одновременно шутами, паяцами и скоморохами. При дворе Анны Иоанновны, например, служил шутом один знаменитый в то время итальянский скрипач. Примечательно, какое у него было звание. Он был не какой-нибудь народный артист, а звался гордо «Русский первый дурак», известный скрипач и славный трус ордена Святого Бенедикта. Сейчас прозвучит веселый паяц Дружкевичевой в исполнении Третьякова Андрея.
подрабатывать шутами, но это не значит, что им изменило чувство юмора. Почти про каждого великого музыканта до сих пор рассказывают смешные байки. Вот послушайте одну из них. Однажды, собираясь на работу, Дмитрий Борисович Ковалевский погладил брюки, повесил их на спинку стула. Затем собрал портфель, надел рубашку, галстук, пиджак, пальто и ботинки и вышел на улицу. Только по дороге к метро он заметил, что люди, глядя на него, хохочут. Он посмотрел вниз и увидел, что из-под пальто торчат голые ноги. Что же делать в таком случае? Плакать или смеяться? Дмитрий Борисович нашел выход. Как ни в чем не бывало, он продолжал свой путь и громко смеялся вместе со своими над своей рассеянностью. Вот так же и в жизни, как и в произведении «Клоуны», которое вы сегодня послушаете. Можно почти одновременно и грустить, и смеяться. «Клоун» Ковалевский исполняет Цибулина Настя. Используют образ шута, паяца, петрушки, клоуна или любого другого весельчака и дают своей музыке соответствующее название. Такая музыка называется программная. Почти у каждого композитора вы найдете подобную работу, где прямо из названия произведения понятно, о чем или о ком пойдет в ней речь. Послушайте «Весельчак» Грушкевичевой в исполнении Живелковой Алины. Смешной герой кино немого, он веселит честной народ. Второго не было такого, он делал все наоборот. Вот шляпа, усики, ботинки, смешная тросочка при нем. Я вижу образ на картинке. Вы догадались стих о ком? Чарли Чаплин, Торопова, исполняет Михайлов Егор.
смешной историей. Выскочила мышка из норки, стала прыгать и танцевать, и не заметила, что в тенечке дремлет старый кот. Мышка все прыгала и скакала. Вдруг кот заурчал и приоткрыл один глаз. Мышка заметила кота, испугалась и задрожала от страха. «Ой, как я боюсь! Ой, как я боюсь!» Кот лениво потянулся и побежал за мышкой. Он бежал все быстрее и быстрее, но вдруг остановился и почесал за ухом. А мышка прыг и юркнула в норку, оставив сердитого кота ни с чем. Кот и мышь, Рыбицкий, исполняет Ковальчук Юмор. Музыку смешной и тем самым развеселить слушателя. Подобный вопрос задавали себе многие музыканты. Со временем композиторы нашли тысячи способов, а вы можете назвать некоторые из них? Сочинить веселую музыку? Нет. Нужно Композитор может неожиданно усилить звук как раз тогда, когда вы ждете тихой музыки, или внезапно остановиться посередине фразы, или нарочно поставить неверную ноту, которую вы не ждете, неуместную в этом случае. Как видите, нам все время приходится употреблять слова неожиданно, неуместно, внезапно. Это не случайно. В музыкальной шутке тот же секрет, что и у шутки обычной. В ней таится какой-то сюрприз, в ней есть какая-то несовместимость. К примеру, тема веселой польки звучит сначала в первой, затем во второй октавах. Но когда она перемещается в большую октаву, нам становится смешно. Почему? Да потому что несовместимость такой легкой, танцевальной музыки и низкого регистра невольно вызывает смех. Смешная полька Торопова исполняет Танин Саша. Корова замычала. От страха кот вскочил в челнок, поплыл куда попало, захлопал крыльями петух, запел, что было мочи, и на пол грохнулся пастух, проснувшись среди ночи. Переполох Торопова исполняет Фирсова Маша.
окружающим нас звуком, музыкальным инструментом, людям или животным, просто передразнивая их. К примеру, в песне про Эмилю композитор использует звукоподражательный момент, игру на балалайке. В исполнении старшего хора прозвучит песня про Эмилю, руководитель Дикарева Оксана Викторовна, концертмейстер Ковальчук Юмор.
одуревшего, усталого меня. Мальчик милый, выстрадав бессмертие, как же бескорыстно ты горел, если через 2 столетия нынешние радости прозрел. Здравствуйте, господин Моцарт. Петерсон исполняет ламбанту Даша. Назовите основные из них. Да, правильно. А что еще есть варианты? Почти в каждой классической симфонии, сонате, написанных со времен Бетховена, имеется скерцо. Чаще всего оно полно энергии и движения, доброго юмора и способно привести слушателя в хорошее расположение духа. Скерцо Кулао исполняет я, Надя.
году музыкальные перевертыши. Мы будем говорить перевернутые строчки из известных песен, а вы должны будете их отгадать. У парка скончался тополь, у парка он усыхал. В лесу родилась елочка, в лесу одна. Правильно, правильно. Лунный квадрат, земля внутри, то картина девочки. Можно еще раз? Лунный квадрат, земля внутри. Круг, небо вокруг. Это рисунок мальчики. Солнечный круг. Да, правильно. Да притащили тебя из тихого знойного места. И уносят меня, и уносят меня. Звенящую снежную даль. Большому кипарису жарко летом. Маленькая елочка, Красная тележка стоит, не шелохнется. голубой вагон бежит, качается. Бодрствует отдохнувшее орудие. Бодрствует отдохнувшее орудие. Спят усталые игрушки. Умерла у деда одна грустная курица. Нельзя ползать грациозно водителем в песке. Нельзя ползать грациозно водителем в песке. Можно не ползать. Ну вспомните мультик про крокодила Гену. Да. С ухмылкой веселая ночь темней. А теперь давайте поговорим о сатире. Кто знает, что означает это слово? Давай, девочка. Сатир — это такое существо, вот у него тело коня, а руки и голова человека. Это сатира, это другое. Давай. Сатира – это литературное произведение, в котором громко и четко указывается на недостатки человека. Близко. Сатира — это и пародия, и карикатура, и бурлеск. Все эти слова, грубо говоря, означают одно и то же – насмешку над чем-нибудь с помощью преувеличения. Лучшие из всех музыкальных сатир, которые когда-либо были написаны, принадлежит композитору Сергею Прокофьеву. Только у Прокофьева сюрпризы, неожиданное усиление звука, паузы, элегантной мелодии – все преувеличено. Мимолетность номер 10. Прокофьев исполняет Рыбкина Катя. музыкальной сатиры «Генерал идет» Гаврилина. Сам автор написал такой эпиграф к этой пьесе. Картинка из старой книги. Идет по улице генерал, грудь вся в орденах, сапоги со скрипом, в глазах молнии, и от него прямо-таки пахнет пальбой и командами. И чувствуется, что это уже ужасно отважный генерал, и что даже просто герой. И все, кто был в то время на улице, относятся к нему с большим уважением. Все остановились, чтобы показать ему свое почтение, а многие совсем сошли на мостовую,
чтобы как можно лучше уступить ему дорогу и тем самым уважить его еще больше. Тем более, что генерал до невозможности старый, такой старый, что просто даже дряхлый. И он вот-вот рассыплется. Тем более, что он хромает на левую ногу, и все очень уважают его за это. А может, просто боятся его задеть, чтобы как-нибудь нечаянно его не разрушить. Генерал идет, Гаврилина, исполняет Колосова Лиза. Настоящим мастером музыкального юмора был Дмитрий Шостакович. В польке из детского сборника «Танцы кукол» композитор подсмеивается над молодыми людьми своего времени, которые слишком увлекались современными танцами. Начинается пьеса с коротким, но свежим вступлением, который переходит в легкую, изящную мелодию, которая постепенно превращается в дикий, неуправляемый танец. Полька. Шостакович исполняет Горелова Алена.
нашей истории музыки есть один занятный персонаж. Американский композитор Джон Кейдж. Ему принадлежит произведение 4.33, целиком состоящее из тишины в 3 частях. Это произведение создано для фортепиано или любого другого инструмента, или нескольких инструментов, и тишина в нем длится 4 минуты 33 секунды. Кейдж позволял себе выходки самого разного толка. Он первым предложил исполнять музыку на роялях, в струны которых засунута всякая дребедень, вроде гаек и ластиков. Проблем с отсутствием вдохновения он не испытывал. Сочинял музыку путем подбрасывания монетки. Одно его произведение записано вообще не нотами, а графическими символами, плюсами, точками и скобочками. Кстати, о скобочках. Я абсолютно убеждена, что живи Кейдж в наше время, он бы непременно записал хотя бы одну свою пьесу компьютерными смайликами. Не знаю, ссылался ли Кейдж когда-нибудь на фразу барона Мюнхгаузена: «Все самые большие глупости в мире делаются серьезным выражением лица», а поэтому улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Но в любом случае эта фраза могла бы стать хорошим эпиграфом к его творчеству. Да и почти ко всей истории музыки тоже. Осень, буги-вуги исполняет фортепианный ансамбль в составе Гореловой Алены и Ковальчук Татьяны Викторовны. подошла к завершению наша встреча. Нам жаль оставаться с вами, потому что вы были очень благодарными слушателями и активными участниками. Но мы не прощаемся с вами, а говорим «до свидания».